Итак, ребятки, всем привет! Сегодня мы будем вместе с вами изучать очень классный и эффектный фокус картами, который называется карта во рту. Он безумно эффектный, абсолютно импровизационный, нам не нужна никакая подготовка, но для начала я хотел бы вам кое-что рассказать. Если вы любите ментализм, и вы любите фокусы с предсказанием, с чтением мыслей, тогда этот конкурс точно для вас. По ссылочке в описании вы можете принять участие в конкурсе, где можете выиграть 3 любые книги из 12 абсолютно бесплатно. И что самое главное и очень важное, если вы не победите, вы точно получите какой-то приз, а именно, как утешительный бонус, 7 ментальных фокусов. Поэтому вы точно не проиграете, поэтому переходим по ссылочке в описании и участвуем в этом конкурсе. Все безумно просто. Для этого фокуса мы берем самую обыкновенную колоду карт. Попросим зрителя все перетасовать, и он выбирает любую карту, которую захочет. Например, у нас будет 10 червей. Мы ее берем и засовываем куда-нибудь в центр и задвигаем. Очень тщательно перетасовываем, подснимаем, как-нибудь эту карту точно уж теряем. И показываем зрителю то, что снизу у нас не карта зрителя, сверху у нас тоже не карта зрителя. Но, если мы щелкнем пальчиком, сверху уже будет его карта, карта зрителя. Но это еще не все. Мы сейчас возьмем, засунем нашу карту куда-нибудь вот так вот в центр и попросим зрителя взять и задвинуть ее. И прям следить, что никуда я ее не убираю. И эта карта уже будет у нас во рту. Очень все круто, очень все эффектно. И давайте-ка мы сейчас этому всему обучимся. Итак, ребятки, давайте-ка обучаться. Я в этом видео использовал вот такую вот колоду, которая называется Иллюзионист. Данная колода разработана ребятами из Иллюзионист, и у нее в комплекте есть прикольные карты для фокусов. Купить вот такую вот колоду можно по ссылочке в описании прямо у меня в магазине. А если вы будете еще использовать купончик Я с обзора, получите скидку в 5% на любой заказ. Ну и давайте-ка мы сейчас с вами возьмем, да и обучимся данному фокусу. На самом-то деле, как вот начало, вы можете делать любое. Вы можете показывать абсолютно любые фокусы, которые вы умеете делать. И потом просто в любой момент взять и сделать самое главное. Вот это вот превращение, вот эта телепортация с правой руки вам в рот этой карты. И давайте-ка мы, наверное, просто обучимся вот этому главному. Чтобы так вот сказать, все формальности соблюсти, мы сейчас возьмем и вкратце пройдемся начало данного фокуса, как я показал. То есть тут даже обучать нечему. Вот мы имеем, например, троечку крести, это карта зрителя. Мы ее берем и контролируем наверх любым способом. Это так у меня было в демонстрации. После чего мы показываем зрителю нижнюю карту, не его. Верхнюю карту мы подснимаем 2 карты и показываем то, что верхняя карта не ваша карта. Потом мы щелкаем пальчиком, и уже соответственно верхняя карта будет именно картой зрителя. Но теперь у нас идет самое главное, то, из-за чего мы здесь с вами собрались, чтобы обучиться данному фокусу. Что мы сделаем? Мы берем эту карту, засовываем в центр. Либо вы можете сделать вот такое вот движение. Вы берете раз, подснимаете, выдвигаете эту карту, после чего вам необходимо с этой стопочки, с вот этой вот стопочки, одну карту подснять сюда, чтобы она была сверху карты зрителя. Только одна карта. И вот получается она здесь находится. Здесь какие у меня к вам советы имеются. Ни в коем случае не нужно делать так, что вы берете, например, вот так подснимаете эту карту, потом вы вот так вот эту одну карту оставляете и вот так переворачиваете. То есть вам нужно не спалиться с вот этим вот моментом. То есть вы должны перевернуть, убрать эту стопочку, а потом только задвигать. Также еще постарайтесь сделать так, чтобы у вас карта полностью задвинулась и чтобы у вас не было никаких вот таких вот перекосов. Это тоже очень важно. То есть вот четко она ровно заходит, вы переворачиваете, и в этой стопочке, которая уже в правой руке, у вас вот такой хват. Большой палец, указательный, средний указательный подснимает немножко карт, вот так вот. И вы сюда засовываете уже, понятное дело, не карту зрителя, а вот здесь вот первая карта будет уже картой зрителя. И что вы делаете? Здесь вам очень важно контролировать ситуацию во время показа фокуса. Вы должны четко видеть, куда смотрит зритель и сколько он примерно еще будет смотреть. Я, например, как делаю? Я говорю, задвинь, пожалуйста, вот эту карту. Вот эту вот правую руку я протягиваю максимально к нему. Просто вот максимально. И максимально все опускаю вниз. Чтобы его взгляд опустился максимально вниз, максимально к себе, прям вот к поясу его.
И он начинал это все задвигать. Когда вы видите, что он начинает задвигать, сразу же вот эту стопочку подносите к рту и берете себе в губы вот эту вот карту. Прямо вот так за краешек, не нужно ее там как-то обсасывать, облизывать, чтобы ни в коем случае не попала сюда влага, ваши слюни, поскольку она потом почернеет по краям, и это будет очень некрасиво. Поэтому аккуратненько взяли краешек и все, и вы держите ее во рту. Зритель же задвигает вот это все сюда. Вы можете это все взять, вот так перетасовать, и в конце концов, так как вы просите зрителя как бы следить за его картой, еще очень важный такой совет. Когда вы начинаете вот это все показывать, и в момент, когда, например, вы делаете вот это вот движение, попросите его, пожалуйста, следите за своей картой очень-очень внимательно. Вы берете, все плавненько делаете, задвиньте. И он будет очень сильно за ней следить. Просто у меня бывало такое, что я вот так вот показывал это все, начинал там перетасовывать, у меня карта во рту, к примеру, карта во рту, давайте мы сейчас считаем. Я начинаю все перетасовывать, я там начинаю как-то, не знаю, молчать. Зрителя это не пугало, потому что он следил за тем, чтобы ничего с этой картой не сделал. В итоге, когда я начал уже мокать, и так вот, посмотрите сюда, что у меня во рту, только потом уже поднимались взгляды. Либо когда я показывал вот так вот вверх пальцем, посмотрите сюда. И тогда, да, действительно был шок у зрителей, потому что он только что ее задвигал в колоду, он четко за ней следил, но в итоге в фокусе у нас оказывается, что карта у вас во рту. В общем, ребята, безумно простой, но безумно эффектный фокус с картами. В общем, вот такой у нас туз-буби красивый от Иллюзионист. Вот. Так что, кто хочет себе такую колоду, по ссылочке в описании. Также мы не забываем про конкурс. Если вы досмотрели до этого места, напишите под этим видео в комментариях слово лайк. И будет вам счастье. И вы получите вот такую когда-нибудь колоду, когда вы ее захотите. Либо выиграете, либо вы купите ее себе. Вот. Все может быть в мире. Хорошее случается не часто, но случается. Так что, ребятки, все. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, до новых встреч и пока-пока.